привет! Мои аргентинские каникулы продолжаются. Как вы думаете, что можно увидеть в стране за 7 дней? На самом деле здесь так много достопримечательностей, что не хватит и месяца. Поэтому я выбрала самые яркие природные достопримечательности дикой Аргентины. Вы на канале Ян Буян. Поехали! Опасные джунгли. А вот и знак, который показывает, что на сухе обезьяны все-таки не такие милые. Природные ловушки. Эти белоснежные берега никакой не снег. И угрожающий ледник. В день он двигается на 1 сантиметр. Все это возможно только в Аргентине. Это что-то невероятное. Это действительно чудо света. Здесь местные любят понижать градус. Вот сколько аргентинцев желают померзнуть. Смешные. И лезут в глотку дьявола. У меня прям даже руки дрожат и мурашки по коже. 5 стран в одной. Не верите? Тогда смотрите. Погнали. Вперед! С чего начинается дикая Аргентина? Для меня с давней мечты попасть в глотку дьявола. Как звучит, да? И если вы не понимаете, о чем речь, потерпите немного, все объясню. А пока пойдемте в национальный парк Игуасу. Здесь можно увидеть диких обезьян или вот таких вот насух. Это такие местные еноты. Какая прелесть! Иди сюда! Иди сюда! Они убегают. Какие же вы прелестные! Привет! Привет, малыш! Только если захотите погладить насуху, 100 раз подумайте. А вот и знак, который показывает, что насухи обезьяны все-таки не такие милые, потому что они могут мало того, что укусить тебя и подрать в хлам, так еще и вещи воруют. В парке Игуасу просто бомбическая природа. Здесь водятся не только насухи, но и бабочки, гигантские муравьи, встречаются даже гепарды и пумы. Вот на них я не очень хочу наткнуться. Знаете, иду я сейчас по джунглям, а у меня в голове играет старая детская песенка. Утром в субботу спать неохота, сон для усталых взрослых людей. Мы приглашаем тех, кто отчаян, в дикие джунгли скорей. Смотрите, уличные музыканты есть и в джунглях. Да уж, и ТикТок добрался до джунглей. У парка Игуасу есть брат-близнец, тоже парк по имени Игуасу, но живет он в Бразилии. Запутались? Разгадка проста. Один и тот же зеленый массив с водопадами поделен между двумя странами. Вон там уже бразильская сторона. Так может быть, одной ногой туда? Нет, попозже. В Аргентине осталось еще полно интересных мест. Помните же, что нас ждет глотка дьявола? А пока пойдемте поближе к водопадам. Игуасу в переводе с языка местного племени означает «большая вода». И эта вода Гуасу большая. И вы только посмотрите, ведь не случайно так назвали. Всего в парке по обе стороны границы шумят 275 водопадов. Просто вдумайтесь в эту цифру. Протяженность водопадов 2700 метров. Вы представляете, практически 3 километра длится площадь, с которой падает просто какое-то космическое количество тонн воды. А я пока попытаюсь подобраться к самому мощному водопаду в мире. Имя у него достойное. Догадались, да? Глотка дьявола. Так, это почему все без очереди проходят? Чтобы дойти до лодки, нужно сначала преодолеть где-то 200 ступенек.
И судя по людям, преодолевать их вниз гораздо легче, чем наверх будет. Говорят, с аргентинской стороны лучше всего смотреть на глотку дьявола с воды. Поэтому есть дождевик, и сейчас будем мокнуть. Я готова, и буквально через несколько минут я увижу чудо света, которое называется глотка дьявола. Сказать, что я в предвкушении, это просто не сказать ничего. У меня прям даже руки дрожат и мурашки по коже. Вперед! Похоже, начинается самое интересное. Мы же сказали всем убрать все ценные вещи. Предупреждали не зря. Такое ощущение, что вся вода мира обрушилась на меня. Это самый бодрящий аттракцион в мире. Эмоции через край. Этот аттракцион действительно стоит того, чтобы на него съездить, но ожидать, что вы подплывете в глотке дьявола, не стоит. Скорее всего, это сделано из-за техники безопасности. Но они на ту напали. Если я хочу что-то увидеть, я буду пытаться снова и снова. Это же мечта, ее нельзя бросать. Попытка номер 2. Посмотрим на глотку дьявола с высоты. А доехать до нее можно вот на таком поезде. Лайфхак, садитесь в последний вагон, здесь вообще никого нет. Доехали быстро, но что-то вода такая спокойная, что кажется, я не в том месте. Это знаете, как в фильмах. Идет спокойно лодка, все наслаждаются солнцем, отдыхают, а потом, когда видят вдруг, что впереди обрыв, начинают все грести в другую сторону, чтобы не упасть. Вот мне кажется, это можно снимать было здесь. Считается, что с аргентинской стороны вся мощь водопадов чувствуется лучше. Недаром сюда ежегодно приезжают до 2 миллионов туристов. Но пока что подозрительно тихо. Добавьте мощности, пожалуйста. О, да ну нафиг! Ой, нельзя такое говорить. Просто представьте, в секунду на землю этот водопад обрушивает почти 2000 тонн воды. В секунду! Я пытаюсь сейчас выразить эмоции, но когда начинают что-то говорить, мне сразу же хочется реветь, потому что это нужно видеть. Я серьезно, ни одна камера не передаст. Когда я смотрела на глотку дьявола внизу, мы не подплывали к ней, но когда я смотрела снизу, думала, ну ничего, да, вроде бы неплохо смотрится. Но то, что здесь, это что-то невероятное. Это действительно чудо света. Заслуженно, 100% заслуженно. Заметили радугу в глотке дьявола? Она тут висит всегда, будто бы у нее нет шансов выбраться, да? На самом деле водопад как раз и прозвали так потому, что раньше у путешественников при встрече с ним не было шансов выжить. А вот местные племена считали, что в воде живет огромный змей, охраняющий несметные сокровища нимфы, вроде нашего Горыныча. После всех этих сказочных чудес мое сердце колотится так сильно, что аж бросает в жар. Кажется, самое время охладиться. Хорошо, что для этого есть специальный бар недалеко. И, как вы видите, таких желающих очень много. Такое место недалеко от парка Игуасу называется Ледяной бар. Он пользуется большой популярностью у туристов. К морозу готово. Почти. Внутри минус 10. Какие ваши ставки? Замерзну я в шортах или нет? Вот сколько аргентинцев желают померзнуть. Смешные. У нас это можно сделать бесплатно. Пошли. В таких барах
барах люди обычно танцуют, чтобы согреться, и пьют горячие и горячительные напитки. Весь интерьер здесь сделан изо льда, и даже бокалы. Мы с пингвинчиком здесь веселимся. Не сидеть на холодном – девиз каждой мамы в мире. Мама, не смотри, я скоро встану. Холодно! Не могу, холодно. На 40 минут внутри бара меня не хватило. Уже через полчаса я радостно выбежала наружу. Я вспомнила, что такое зима, и тем радостнее вернуться снова в лето. О, как я замерзла! Если бы на моем месте была птичка колибри, от холода она бы впала в специальное состояние – торпор, вроде спячки у медведей, когда ритм сердца замедляется с 1200 до 40 ударов, а температура тела может упасть до 3 градусов. Я их вижу. Да, это колибри. Маленькие какие. Очень интересно, что это на самом деле частный дом. И люди просто энтузиасты, повесили кормушки. Слышали, да? Грубо говоря, они их прикормили. Теперь сюда можно прийти как в музей. Пока колибри пьют сладкую жидкость из кормушек, ими удобно любоваться. Ну, я бы сказала, здесь и другие птицы прикормились неплохо так. Владелец дома рассказал мне, с чего все началось. Моя бабушка и мама жили в деревне, и мама с детства видела колибри. Когда она переехала в город, то решила и сюда как-то приманить колибри, поэтому разбила вот этот сад. Постепенно колибри привлекли мошек, а мошки – других птиц. В итоге в саду сегодня кто только не живет. Muchas gracias. Я в первый раз в жизни увидела столько колибри за один раз. И еще кое-что у меня сейчас будет впервые. В 2 километрах от сада колибри расположено место 3 границ – Ито Tres Fronteras. Впервые в жизни я смогу с одной точки увидеть 3 страны. Я нахожусь сейчас в Аргентине, это берег Парагвая, а это уже Бразилия. Удивительно просто. Вот вроде бы простая река и 3 берега, а на самом деле 3 страны и 2 реки. Простая река, 2 реки, 3 страны, 3 берега. Простая река, 2 реки, 3 страны, 3 берега. Удивительно просто. Да что ты, черт побери, такое несешь? Само местечко Tres Fronteras – это небольшой парк на высоком берегу реки. Если приглядеться, можно увидеть, как Игуасу впадает в реку Парана. Игуасу такая буро-коричневая, а Парана голубая. Угадайте, что я должна, просто обязана сделать, чтобы запомнить это навсегда. Собираюсь заняться любимым делом – это отправлять себе воспоминания. Ну, и не только себе. Пишите комментарии под этим видео, и авторам 3 самых популярных комментариев я отправлю открытки в одной из следующих поездок. По сравнению с Буэнос-Айресом, Игуасу – это просто другая планета. Тут все иное. Тропические животные, природа, другие люди, более индейского типа. А еда как? Пойдемте поужинаем чем-нибудь местным. Традиционное блюдо этой местности – лама. И если бы вы знали, как я не хочу ее пробовать, но я же должна вам рассказать, какая она на вкус. Hola, milanesa del lama. Кстати, я нахожусь сейчас в ресторане, который имеет формат пения, то есть здесь всегда поют. А я все ламу, что ли? Мне говорили, что ламу на вкус похожа на баранину. Баранину я не очень люблю. Ну, режется не очень легко, но пахнет вкусно. Я не могу понять, на что оно похоже. Наверное, больше на говядину. Ламу я ела впервые в жизни и не поняла, мясо было жестким, потому что плохо приготовлено, или оно всегда такое? Пес, я ламу не буду, ты будешь? Готов? Да что ж ты такой мазила-то?
Молодец. Видите, какая здесь разношерстная публика? Приятного аппетита, пес. А я поехала дальше, туда, куда тебе лучше не забредать, а то погибнешь. Какой кошмар, почему же так холодно-то, а? А вы мне поверили? На самом деле эти белоснежные берега никакой не снег. Это самая большая солонка в Аргентине – Салинас-Грандес. Площадь Салинас-Грандес почти 9000 квадратных километров. Это почти в 4 раза больше Москвы. А еще здесь вырывают вот такие бассейны глубиной 90 сантиметров. Соль здесь кристаллизуется и уже используется для пищевых целей. Салинас-Грандес – это дно высохшего озера, в котором вода быстро испаряется из-за экстремальной жары и ветров, оставляя лишь соляную корку. Не повторяйте моих ошибок, обязательно в таких местах носите очки. Местные говорят, что даже можно сжечь сетчатку глаза. Здесь можно было бы снимать фильмы, будто в Антарктиде. Главное, чтобы в сценарии не было битвы снежками, иначе всем будет больно. А после дождя это место вообще становится волшебным. Гладь становится зеркальной, облака отражаются в воде, и это ли не лучшее место для фотографий? Но погулять долго мне не удалось. В Аргентине смена погоды происходит за долю секунды. Вы сами видели, только что была замечательная погода, но резко налетел сильный ветер, он просто сшибает с ног. И еще идет какая-то песчаная буря. Все, короче, убегают отсюда. Погода так разбушевалась, что стало понятно, ловить здесь нечего. Если только песок в рот и глаза. Спрячемся от непогоды в одном месте с забавным названием. Поехали в Жужуй. Если бы я еще через зеркала ездила, было бы замечательно. О, гаучи. Может, с ними остановиться, поболтать немножечко? Для начала я задала самый для меня важный вопрос. Кто может стать гаучо? 4 años, 5 años y hay que enseñar a caballo. Гаучо может стать ребенок 4-5 лет, который уже умеет хорошо управлять лошадью. Лошадь для вас очень важна, а вы едите их? No hay otros, son mejores. Эта лошадь старенькая. Мне уже 71 год. Она со мной всю свою жизнь. Я ухаживаю за ней. Так я познакомилась с настоящим гаучо. Только не поняла, едят ли они лошадей. Но поехав дальше, я наткнулась на такое место, что вмиг забыла про гаучо. Вы смотрели очень известный аргентинский фильм, который называется «Дикие истории». Если честно, фильм так себе, мне он не очень нравится. Но одна из историй происходила здесь. Здесь два парня не поделили вот эту дорогу. В итоге вот на этой обочине один из них менял колесо, и потом они вместе скатились вот в этот обрыв. Ну и все происходило возле этого моста. Я же мост проехала без проблем и попала в еще одно красивое местечко.
Деревня Пурмамарка находится в провинции Жужуй, но на испанском в обоих случаях произносится буква «Х». Вот только вопрос, а как здесь называют местных жителей? У кого какие варианты? Пишите в комментариях. Конечно, я приехала сюда не из-за названия, а в погоне за очередным чудом света. Но сначала приглядимся к Пурмамарке. Этот город до такой степени маленький, он прям крошечный. Здесь примерно 12 кварталов. И мне кажется, все местные жители здесь живут только туризмом. Зато туристов здесь хоть отбавляй. Ведь город расположен у подножья знаменитой горы Семи Цветов. И прямо в нем есть удобная обзорная площадка. Очень здорово, что площадка находится прямо в городе, и она окружена горами. По мнению ученых, гора Семи Цветов родилась около 80 миллионов лет назад, когда породы разных цветов постепенно обнажались под напором дождей и ветров. У меня ощущение, будто кто-то сверху разлил краски. У каждого слоя свой состав. Зеленый – это медь, красный – железо, розовый – красная глина и песок, белый – известняк. Интересное местечко, но, если честно, я ожидала увидеть что-то помасштабнее. Я читала о том, что недалеко отсюда есть гора из 14 цветов. Я предлагаю съездить туда и посмотреть. И это Сирания де Орнакаль. У нее 14 цветов, то есть в 2 раза больше. Да ладно! Вы видите это? Вы только посмотрите! Аргентина, что ж ты со мной творишь-то? Я думала, лучше уже не бывает, но вы посмотрите на это. Не зря говорят, что лучший в мире художник – это природа. Впрочем, как и скульптор. И лучшее тому доказательство – эти горы в виде буквы W, которые переливаются от ярко-свекольного до терракотового цветов. Ученые считают, что эти горы сформировались, когда здесь еще был океан, а на берегу ходили динозавры, а хребет зацвел за счет разрушения пород. Сирания де Орнакаль – это горная цепь, которая сковала Аргентину, Перу и Боливию. Говорят, что если смотреть сверху, можно различить даже не 14 цветов, а целых 33. Я не знаю, как вам, но Сирания де Орнакаль мне понравилась гораздо больше, чем гора Семи Цветов. А вы в комментариях напишите, какая гора вам понравилась больше. Мне интересно. Аргентина не была бы Аргентиной, если бы по дороге постоянно не встречались очаровательные местные обитатели. Здравствуйте, девочки, как у вас дела? Что это вы там едите? Вкусное, да? Викунья – это дальний родственник верблюда, между прочим. Привет, малышка. Спокойно. Я только сфотографировать. А при запуске квадрокоптера викуньи превращаются в обычных котят. Вы только посмотрите, они пытаются поймать тень. Я не знаю, если вы хотите приехать в Аргентину и после этого ролика скажете, да ну там делать нечего, люди, что с вами, это просто офигенная страна. А я еще даже не доехала до юга страны, что ж там-то будет? Точно, пора на юг. Поехали!
А по дороге натыкаемся на праздник. В этой стране просто не умеют не веселиться. Я приехала в город Эль-Вулкана, и сегодня здесь карнавал! Кажется, что карнавал в разгаре, да? На самом деле это всего лишь его репетиция. Мне кажется, мы здесь единственные туристы, потому что в основном собрались все местные. Каждый поселок готовит свою труппу для карнавала, шьет костюмы, а потом все приезжают в город и объединяются в шествие. Я поняла, нужно вот этим вот снегом попасть в людей, которые в костюмах. Главная тема карнавала – это веселье. И веселье здесь символизирует, вы не поверите, дьявол. Это тряпичная кукла, которая сидит на карнавале, а люди едят, пьют и танцуют. В конце карнавала дьявола надо сжечь или закопать. Но пора двигаться дальше на юг, а то карнавалы затягивают, знаете ли. Вы же помните, что в Аргентине чем южнее, тем холоднее. И там же расположен самый красивый ледник в мире. Это просто невероятно, и это всего лишь какая-то маленькая часть огромного ледника. Перито-Морено – третий по величине запасов питьевой воды ледник на Земле. В отличие от многих ледников, он большую часть времени не тает, а растет. Так дует, что меня сейчас поднимет в воздух и унесет, как домик Селли. Но давайте я вам все равно расскажу, почему ледник такой голубой. Дело в том, что лед... не расскажу. Вообще не расскажу. Ветер, похоже, не собирается утихать, поэтому расскажу за кадром. Лед становится белым из-за пузырьков воздуха, а ледник со временем так сильно спрессовывается, что пузырьки воздуха ужимаются. И из-за этого получается такой небесно-голубой цвет. Вот смотрю я на ледник, и кажется, что он неподвижен. Но на самом деле в день он двигается на 1 сантиметр. Представляете? Вот эта вся махина на 1 сантиметр приближается к берегу. Оказывается, раз в несколько лет ледник врезается в берег озера, которое, в свою очередь, отвечает тем же. Под давлением выросшего уровня воды оно прорывает ледник, и все начинается сначала. Высотой он где-то 70 метров. Представляете, 20 этажей. И периодически эти этажи просто рушатся. С таким грохотом. Из-за того, что ледник постоянно двигается и теряет кусочки, на фотографиях туристов он всегда выглядит по-разному. Это здорово увидеть, как льдины прям падают. Ну что, поехали дальше? Вот так вот едешь по дороге, а тут страусы бегают. Я решила посмотреть на еще одну уникальную вершину в Патагонии – дымящуюся гору Фицрой. На самом деле дыма там нет, но многие его видят. А все потому, что пик очень часто окутывают густые облака, и создается впечатление, что гора дымится. Но мне повезло, для меня Фицрой открылся во всей своей красе.
Но не верьте дружелюбию Фицроя. Он входит в список самых опасных для восхождения гор планеты. Посмотрите, как это красиво! Выглядит, как будто нарисовано, знаете, вот фотобой для рабочего стола. Фицрой покоряли всего один раз. И дело не в вышине, есть горы гораздо выше, а в том, что его обледеневшие склоны практически вертикальные. Пик Фицрой находится на границе Аргентины и Чили, но на самом деле два государства до сих пор не могут определить, где эта граница. И даже если вы посмотрите на карты Google, ее просто нет. Но тем туристам, которые не собираются покорять Фицрой, можно просто погулять в окрестностях по парку. Знаете, что самое удивительное? Здесь, на юге Аргентины, природа очень похожа на нашу. Не знаю почему, но это так приятно. Угу. Угу. Никого. Остался всего 1 километр и дойду до лагуны Капри. Юху, уже первые виды открываются. Страшно, между прочим, но страшно красиво. Все слетает! Все, ухожу. Люди сюда прям с палатками приезжают отдыхать. Заметили, какая прозрачная вода? Очень уютно здесь сидеть. Великолепная лагуна. Но на самом деле еще выше есть лагуна, которая называется Делла Стресс. И она какого-то потрясающе голубого цвета. Но туда я уже не успею. Я приехала после обеда. И если пойду дальше, возвращаться буду в темноте. А это опасно. Поэтому вместо меня посмотрит беспилотник. Аргентина какая-то невероятная. Я такого сочетания чудес нигде не видела. Только вдумайтесь, вы приезжаете в одну страну, а попадаете в несколько. Здесь есть водопады, как в Южной Африке, разноцветные горы, как в Перу, ледник, как в Исландии, солончак, как в Боливии. Будто кругосветка получилась, да? Ну что ж, я доехала до самого юга Аргентины. И вон там в порту меня ждет корабль, который отвезет в Антарктиду. Поэтому подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующую серию, ставьте лайки и оставляйте комментарии. И помните, со мной вы будете скучать по местам, в которых еще не бывали.